Глава 172. Ведь этим самым мечом Юй Шихуан как раз и перерезала себе горло. Это божественное оружие, спору нет. Но в то же время и орудие убийства. Жунгуан добавил, а Юй Шихуан и впрямь сама невозмутимость, либо она специально решила таким образом припомнить ему обиду, предложила принять меч Юйлун. Да разве он бы осмелился? Ха-ха-ха-ха, Селянь, не выдержав, прервал его, к чему размышлять в таком негативном ключе. И налепил на меч еще талисман, заставляя его замолчать. Весьма кстати Пэймин издалека позвал: «Ваше Высочество и собиратель цветов под кровавым дождем, вы уже передохнули. Пора убирать гамаки, отправляемся в дорогу». Вообще-то они почти не отдыхали, время за разговором пролетело незаметно. Те, кто должен был, остались, а Селянь, Хуачен и Пэймин пошли дальше. Повелительница дождя на своем быке предложила проводить их до подножия медной печи, и Селянь с радостью согласился. Тогда черный бык неожиданно вырос в 3 раза, так что на его спине могли теперь уместиться 6. Преклонив передние копыта, сначала бык позволил взойти повелительнице дождя, которая села впереди. Пэймин забрался следом, но сел подальше от небожительницы. И, наконец, настал черед Селяня и Хуачена. Когда все устроились, бык поднялся, и они оказались высоко над землей. Принц погладил черную блестящую, словно вода, шерсть и полюбопытствовал: защитник ее превосходительства, поистине удивительное создание. Сань Лан, кажется, упоминал, как он появился, вкладывая всю силу в копыта, черный бык на всех парах помчался вперед. Окружающий пейзаж стал удаляться, а они передвигались поразительно быстро и в то же время поразительно ровно. Хуачен сидел прямо за Селянем, аккуратно придерживая принца за талию, словно боясь, что тот может свалиться. Он ответил: быком обернулось кольцо на створке боковых ворот монастыря Юйлун. Оказывается, в монастыре Юйлун существовал обычай: увидев золотого зверя, держащего в пасти дверное кольцо, нужно было погладить его, тем самым отдать ему свою энергию и накопить хорошую карму. Среди нескончаемого потока верующих в основном все стремились потереть драконов, тигров, журавлей и других божественных зверей, а голова быка обыкновенно ни у кого не вызывала интереса, оставалась нетронутой и очень одинокой. Поэтому, когда Юй Шихуан жила в монастыре Юйлун, каждый раз, проходя через боковые ворота, чтобы принести воды, она обязательно поглаживала голову быка с золотым кольцом. След ее ауры остался на кольце, а когда повелительница дождя вознеслась, то и бык вознесся следом за ней. Что до остальных, она больше никого не избрала себе в помощники. Бык ветром летел вперед, и Селяня по инерции отодвинула чуть назад, так что он почти прислонился к груди Хуачена. Слушая рассказ, принц улыбнулся. «Сань Лан, тебе и впрямь известно все на свете, кажется, никаким вопросом о прошлых событиях не застанешь тебя врасплох». Хуачен улыбнулся в ответ: «ГГ, что еще ты хотел бы узнать?» «Я расскажу все, что знаю». Пэймин сидел впереди них, а поскольку повелительница дождя молчала, и он тоже ничего не говорил, краем уха генерал уловил их разговоры и невзначай бросил: «Сказано неплохо, ваше превосходительство, князь демонов. Ваше Высочество, а не хотите ли спросить о прошлом самого собирателя цветов под кровавым дождем?» Посмотрим, ответит ли он на этот вопрос. Улыбка Селяня померкла. Спрашивать о прошлом самого князя демонов не слишком-то почтительно по отношению к нему. Это казалось Селяню слишком личным вопросом, все равно, что спрашивать у другого мужчины о размерах его достоинства. Принц побоялся, что Хуачен такому не обрадуется, и тут же сменил тему, как бы между прочим говоря: «Генерал Пэй. Да, впереди ухабы, будьте осторожны». Что в следующую секунду бык издал громогласное мычание, подобное звону колокола, и сбросил Пэймина. «Да что же это такое?» — оторопел тот. Поистине, где это видано, где это слыхано, пусть его сбросило, это еще допустимо, ведь и наездник может допустить ошибку, и лошадь может оступиться. Но почему не сбросило ни сидящего впереди, ни сидящих позади, а именно его, сидящего посередине? Разве так бывает? Бык при этом не замедлил бега, и Селянь,
обернувшись, бросил издали: «Я же говорил, что впереди ухабы, осторожнее, генерал Пэй». По пути Пэймин летел с быка повелительницы дождя еще 7-8 раз, покуда четверка наконец не достигла подножия медной печи. Медная печь когда-то была поросшей густыми лесами горой, что располагалась в самом центре столицы государства. Виды здесь открывались ошеломляюще прекрасные, почти как на горе Тайцан, а под горой раскинулся величественный и самый процветающий город, императорская столица. После извержения вулкана столицу также погребло под землей, но, вероятно, из-за нескольких землетрясений какая-то часть вновь оказалась на поверхности. Селянь, еще сидя на быке, осматривал окрестности и хотел уже спешиться самостоятельно, но увидел внизу Хуачена, который протягивал ему руку. Сердце принца дрогнуло, он протянул свою ладонь и ловко спрыгнул на землю, говоря: «В столице, должно быть, тоже стоит храм». «Наверняка», — ответил Хуачен. Пэймин, хоть и успел полетать со спины быка, все-таки оставался богом войны, сохранил удивительную стойкость, даже не начал прихрамывать. Да еще похлопал быка по загривку, нисколько не обращая внимания на угрожающий оскал животного в свою сторону. Самое высокое строение в столице, если не императорский дворец, значит храм, произнес генерал. Хуачен возразил: «Нет. Храм Уюна в столице расположен на горе». Он указал рукой наверх. И впрямь, на середине подъема на Багряную гору виднелся край загнутой крыши, а большая часть строения скрывалась за смутной красной тенью горного ландшафта. Селянь спросил, почему гора такого цвета, но закончить вопрос ему не дал внезапный громкий рев быка, который уже принял свою первоначальную форму. Они успели отойти на некоторое расстояние, и теперь, удивленно обернувшись, наблюдали, как бык, бешено мотая головой, катается по земле. Повелительница дождя, не выпуская из рук веревку, воскликнула: «Что такое?» В ответ черный бык закричал человеческим голосом: Юйши Хуан, услышав пронзительный крик, вынула меч Юйлун и нанесла удар прямо по быку. Клинок яркой вспышкой прорезал воздух, нечто черного как смоль цвета отлетело прочь и шмякнулось об стену у дороги, разбрызгивая крупные ярко-красные капли крови. Крыса-падальщик, значит, крик издал вовсе не защитник повелительницы дождя, а эта тварь, которая незаметно для них запрыгнула на быка и прибольно его укусила. Даже умирая, крыса все продолжала вопить: «Ваше высочество, наследный принц! Ваше высочество, ваше высочество, ваше высочество! Спасите меня, спасите, спасите!» Хлоп, у селяня от этих противных криков кровь застыла в жилах, голова стала раскалываться от боли. Хуачен быстро закрыл принца собой, легко вскинул руку, и крыса буквально взорвалась облаком кровавого тумана. Но пара маленьких кровавых глазок так и осталась на стене смотреть на них злобным взглядом. Хуачен произнес, обращаясь к повелительнице дождя: «Ваше превосходительство, советую вам осмотреть своего защитника». Юйши Хуан как раз исследовала животное, поглаживая шерсть. Лишь небольшая ранка. Но тут со всех сторон целой волной набежали человеческие голоса, все больше и больше: «Кхе, кхе, кхе! Заберите меня отсюда, кто-нибудь, заберите меня!» Надо было сразу бежать, не могу примириться с этим. Нельзя было верить в его бредни, теперь я умираю так напрасно, ГГ. «Ваше высочество», последний голос прозвучал неожиданно отчетливо, он принадлежал Хуачену. Селянь наконец пришел в себя и произнес: «Простите», выражение лица Хуачена сделалось серьезным. «Ты снова понял их речи?» Селянь кивнул. Тогда Хуачен ладонями закрыл принцу уши. «Не слушай. Они не с тобой говорят». Ужас все еще не покидал селяня, он с трудом выдавил: «Я знаю». Тысячи и тысячи крыс-падальщиков, подобно черной волне, наползали со всех сторон, скапливаясь вокруг. В столице плотность населения была намного выше, чем в том подземном городе, мертвых также было больше, а значит, и пищи для крыс тоже. Поэтому и по количеству, и по размеру они заметно превосходили подземных. И эти крысы вот-вот окружат их стеной, забираясь друг на друга. Лицо Пэймина сделалось суровым,
он окутал себя едва заметным ореолом божественного сияния для защиты и произнес: «Уходите, я отвлеку». Но, к всеобщему удивлению, не успел он договорить, как крысы визжащей волной потекли на него. А потом мимо него и дальше с горы. Обернувшись, генерал увидел, что твари погнались за повелительницей дождя. Юй Шихуан уже успела вновь оседлать быка и теперь уходила на нем прочь. Они отдалились на несколько чанов, передвигаясь достаточно быстро для того, чтобы крысы не обглодали быка до костей, но и достаточно медленно, чтобы твари поспевали за ними. Бык поддерживал нужную скорость, уводя крыс за собой. Повелительница дождя издали прокричала: «Ступайте дальше, а я их отвлеку». В пути она большими горстями рассыпала белоснежный рис. Все же крысы от природы любили это лакомство, вот и хлынули за ней пчелиным ульем, ведь уже неизвестно сколько лет не видели таких белых и крупных зерен. Вообще-то этим собирался заняться Пэймин, но повелительница дождя его опередила. Теперь ему работы не осталось, и выражение лица генерала можно было назвать крайне растерянным. Хуачен же, отняв ладони от ушей принца, сказал: «ГГ, пойдем». У селяня при звуках голосов этих крыс начинала болеть голова. Теперь же, не слыша их, он выдохнул с облегчением и кивнул в ответ. Пэймин, однако, развернулся к ним с вопросом: «Постойте. Вы что, вот так отправитесь дальше?» Хуачен вздернул бровь. А как же еще? Пэймин нахмурился. Но как быть повелительнице дождя? Она ведь не справится, а мы попусту сбежим. Не слишком ли это беспечный поступок? Селянь удивленно спросил его: «Генерал Пэй, почему вы считаете, что ее превосходительство не справится?» Судя по тому, что мы видели, она в состоянии с легкостью разделаться с тварями, но Пэймин, кажется, без особой радости воспринял его слова. И в конце концов сказал: «Как-то неправильно, не находите? Все-таки среди нас хватает богов войны, чтобы не заставлять женщину бросаться в бой. Ваше Высочество, вы идите дальше, а если успеем, мы с вами встретимся в храме Уюна». Договорив, он тут же сам помчался следом за крысами. Селянь еще попытался что-то крикнуть Пэймину, но Хуачен остановил его: «Идем, ГГ. Не обращай внимания». Ему невыносимо осознавать, что его защитила женщина, вот и ищет возможность отыграться. Не теряя больше времени, они прошли через столицу, встретив на пути бесчисленное множество окаменевших статуй, и направились дальше, к горе. Спустя час-двое, наконец, ступили на медную печь. Издали гора казалась выкрашенной кровью по той причине, что на ней росли красные деревья. Очевидно, вовсе не клены, но все же такого же огненно-красного цвета, напоминающего свежую кровь. Селянь даже смутно почуял ее запах. Возможно, земля, на которой выросли эти деревья, пропиталась темной ци и человеческой кровью. Храм Уюна, 4-й по счету, был построен на скальном выступе на склоне горы, поэтому его миновала участь быть погребенным под потоками лавы. Также храм оказался самым большим из виденных ими и сравнительно хорошо сохранился. Внутри обнаружилось множество окаменевших людей в разнообразных позах, должно быть, храмовые служащие. Селянь и Хуачен направились сразу в главный зал. А оказавшись внутри, увидели то, что хотели, фреску на стене. Вот только Хуачен, бросив лишь взгляд, произнес: «Как видно, кто-то нас опередил». Здесь они нашли только одну картину, другие же 2 стены стояли на месте, однако фрески на них оказались уничтожены. С подобным они столкнулись впервые, и Селянь даже немного изумился. Но кто это сделал, пока не вполне ясно, кто именно оставляет эти картины, а теперь прибавилась еще одна загадка: кто их уничтожает. Впрочем, раз 2 фрески уже не вернешь, остается изучить ту, что сохранилась. Но принц бросил на нее лишь беглый взгляд, и этого хватило, чтобы по его спине мгновенно пробежала холодная волна мурашек. Что это такое? Изображение совершенно отличалось от предыдущих, просто как небо и земля. На нем был только один человек, притом написанный темными цветами и кривыми линиями, отчего и лицо его тоже искривлялось сверх меры. Не представлялось возможным понять, как он выглядит, единственное, что стало ясно, это обыкновенный простолюдин, одетый в лохмотья.
Но на этом принц бы не стал заострять внимание. Содрогнуться от ужаса его заставило нечто другое. Выражение лица человека исказилось от невыносимой боли. Словно обезумев, он разорвал на себе одежду, открывая обнаженное тело. А на теле росли 3 лица, каждое такое же скривившееся, как его собственное, поветрие ликов. Это стало для селяня таким страшным ударом, что все перед его глазами заняли собой темные цвета этой фрески. Он забормотал, прямо-таки, один в один: народ государства Уюн тоже столкнулся с поветрием ликов. Почему же история наследного принца Уюна, который жил более 2000 лет тому назад, настолько пугающе похожа на события, пережитые самим селянем? Видя его реакцию, Хуачен, пытаясь успокоить, произнес: «Ваше Высочество, не смотри пока». Но потрясение от картины оказалось слишком сильным. А мрачная тень, которую поветрие ликов оставила в душе селяня, слишком темной. Он будто поддался внутренним демонам, все смотрел и смотрел, не в силах оторвать взгляд. Поэтому Хуачен просто притянул селяня к себе и заключил в объятия. Его голос полнился силой, но при этом не терял мягкости. «Ну все. Ваше Высочество, послушай меня. Послушай меня». Он помолчал, затем уверенно продолжил: «Смотри, несколько предыдущих картин были расположены согласно временному порядку, за причиной шло следствие. А раз на прошлой картине наследный принц Уюна выстроил небесный мост, следующая фреска должна была изображать то, что случилось после. Но сюжет этой картины совершенно не связан с предыдущей, так селянь тоже довольно быстро понял, да, между ними наверняка что-то пропущено. Кто-то оказался здесь раньше нас и уничтожил 2 другие картины. И если он уничтожил 2 другие, почему не стер эту одну?» Продолжил Хуачен. Почему он ее оставил? 2 варианта. Первый, ему показалось, что на этой картине нет никаких важных сведений, поэтому ее можно оставить, не боясь, что мы ее увидим. А второй, селянь медленно произнес, второй, он уничтожил все 3 картины. А это, оставшаяся, на самом деле фальшивка. Он изобразил ее после, очень верное предположение. Не помешает сделать его еще более смелым. Возможно, все картины по пути сюда — ложь, сейчас судить трудно. Мы уже очень близки к разгадке. А до тех пор не надумывай себе лишнего. Хорошо, Хуачен еще долго прижимал селяня к своей груди, прежде чем принцу наконец удалось выбросить жуткую картину из своей головы. Тогда он наконец осознал, в каком положении находится, и поскорее попытался выбраться из объятий Хуачена. «Извини, Сань Лан, я просто...» Но Хуачен не позволил ему отстраниться, только прижал еще крепче и с улыбкой произнес: «Ни за что извиняться». Вот только он опустил голову. На самом деле есть и 3-й вариант. Селянь нижней половиной лица уткнулся ему в плечо, голос Хуачена прозвучал прямо возле уха, тихий-тихий, так что кроме самого принца больше никто не смог бы расслышать. Селянь даже немного затаил дыхание, когда Хуачен мрачным тоном произнес: «3-й вариант, тот, кто уничтожил 2 картины, намеревался сделать то же самое и с 3-й, но не успел. Он разделался только с 2, когда мы оказались здесь. И прямо сейчас он прячется в этом храме».